Итак, с точки зрения изначально интерпретируемых моделей, мы начали нашу дискуссию о таких вещах, как неглубокие деревья, простые линейные модели или простые модели, основанные на правилах и так далее. В этом модуле в течение следующих 40 минут или около того мы сделаем краткий обзор некоторых из этих подходов. Итак, позвольте мне начать с того, что я не собираюсь касаться самого базового вида линейных моделей или регуляризованных линейных моделей с регрессиями в стиле L1, L0 или L2 или регуляризованными регрессиями. Но вместо этого я собираюсь начать с чего-то, примерно с 2014-2015 года. С тех пор возрос интерес к созданию моделей, поддающихся интерпретации, изучению новых способов, чем то, что у нас было в отношении предыдущей работы в 70-х и 80-х годах, не так ли? Итак, чего я не освещаю, так это нескольких вещей, так что просто линейные модели, линейная логистическая регрессия, регуляризация поверх них, а затем построение дерева решений с использованием жадных подходов. Итак, это те вещи, на которые я собираюсь как бы нацепить булавку и предположить некоторую фамильярность для всех вас. Но я начну с 2015 года и рассмотрю некоторые подходы, которые появились с тех пор. Хорошо, это хорошо звучит? Хорошо. Итак, еще раз, как я уже говорила, в связи с возросшим в последнее время интересом, множеством подходов, опять же конструкции, это, вероятно, то, что я бы посоветовала всем вам убрать из некоторых из этих дискуссий. Итак, люди попытались построить несколько видов изначально интерпретируемых моделей. Итак, одна из них — модели, основанные на правилах. Другая — оценки риска, и я немного объясню, в чем они заключаются. А затем есть обобщенные относительные модели, которые в последнее время приобрели большую популярность. А затем есть модели, основанные на прототипах, хорошо? Так что давайте рассмотрим каждую из них. А также модели, основанные на внимании. Хорошо. Итак, давайте перейдем к первому набору подходов. Это подходы, основанные на правилах. И я собираюсь сначала поговорить о паре подходов в этих категориях, прежде чем перейду к другому. Этот подход, называемый списками байосовских правил, был представлен в 2016 году Беном Литамом и Синтией Рудин. И это был, по сути, подход, который... Результат этого подхода выглядит примерно так, не так ли? Таким образом, это последовательность правил «если», «еще если». И это на самом деле результат, который они получают с помощью своего метода в качестве классификатора для прогнозирования инсульта, верно? По сути, они работали с некоторыми врачами и экспертами в области здравоохранения над разработкой моделей, которые можно использовать для заблаговременного прогнозирования инсультов или риска инсульта. И требование в этих условиях состоит в том, что врачи хотят точно видеть правила, которые можно использовать для принятия решений по мере их принятия в повседневной жизни, не так ли? Значит, им не нужны были какие-то сложные модели. Они хотели что-то такое простое, как это. Но в то же время они хотели чего-то точного, не так ли? Так что такой подход в некотором роде мотивирован именно этим сценарием. Так в чем же именно заключается их подход, не так ли? Таким образом, их подход в основном предлагает генеративную модель, которая предназначена для создания такого рода списков «если», «еще если». И способ, которым они разработали эту генеративную модель, заключается в достижении баланса между точностью, интерпретируемостью и вычислениями. И я расскажу подробнее об этом подходе. Но вы могли бы посмотреть, или кто-нибудь другой мог бы посмотреть на этот конкретный список «если», «еще», «если», который мы видели, и сказать: подождите, почему они просто не используют другие подобные модели? Например, как насчет деревьев решений, таких как CART, C5, 0, C4, 5. Почему они не используют такого рода модели, верно? Причина, или, по крайней мере, то, что утверждается в статье, заключается в том, что в такого рода моделях используются подходы, основанные на жадности. Так что, хотя жадные методы, как мы все знаем, эффективны, они часто могут застревать в локальных минимумах, не так ли? Итак, аргумент, приводимый в этой статье, заключается в том, что она хороша с точки зрения вычислений, но полученное решение не будет идеальным с точки зрения точности или интерпретируемости. Вот почему они заявили, что существует необходимость в новых методах даже для создания таких вещей, как списки правил с нуля. Хорошо. Итак, для тех из вас, кто знаком с байесовскими моделями, вот как выглядит их генеративная модель или генеративный процесс.
Если вы подумаете об этом, и для тех из вас, кто не знаком, нет необходимости слишком сильно беспокоиться. Все это происходит в генеративных моделях или подобных подходах в стиле байесовского тематического моделирования. Это значит, что вы как бы предполагаете определенный процесс, который генерирует данные. А затем у вас есть куча неизвестных параметров, когда вы предполагаете этот процесс. А затем вы работаете в обратном направлении, а затем пытаетесь оценить или узнать эти неизвестные параметры, используя различные методы, не так ли? Так что это основная интуиция или концепция, лежащая в основе генеративных моделей. Так что же пытается сделать эта конкретная генеративная модель? Итак, по сути, процесс генерации говорит, что прежде всего выберите длину списка. Так, сколько же правил в списке? Мы выберем это число. А затем мы в основном выберем правило по умолчанию, которое будет применяться к вещам, которым не будет применяться ни одно другое правило. А затем мы выберем еще m различных правил в нашем списке отказоустойчивых наборов. И для каждого правила, что мы делаем, мы в основном проверяем мощность антицидента, который находится в левой части правила, сколько предикатов находится в левой части правила. А затем мы в основном пробуем предикаты в левой части правила, не так ли? Итак, вы пробуете число, а затем вы пробуете предикаты. А затем, конечно же, вы пробуете то, что должно быть в правой части правила, не так ли? И затем наблюдения будут сгенерированы на основе этих выборочных правил, чтобы найти правило, которое фактически применимо к данному экземпляру в данных. А затем, если не применяются никакие предшествующие события или не применяются никакие правила, то вы, по сути, даете ему правила по умолчанию. В противном случае вы как бы пробуете метку класса на основе того правила, которое применимо к данному экземпляру, верно? Так что это высокий уровень. Если бы мы подумали о построении этих правил, то интуитивно вы бы так думали о такого рода процессе. Поэтому я хочу отметить здесь несколько вещей. Одна из них — это своего рода выборка предикатов или условий. И когда я использую слово «предикат», я, по сути, просто имею в виду, что эти условия и есть предикаты, верно? Так что это похоже на то, что если транзиторная ишемическая атака является основной, или если транзиторная ишемическая атака, то это состояние или это предикат. Хорошо. Итак, вот набор предшествующих событий. Так что я имею в виду, когда они пытаются выбрать левую часть правил, они фактически выбирают из набора кандидатов на левую сторону, которые уже доступны. Хорошо. Значит, они используют своего рода анализ частых наборов элементов для тех из вас, кто знаком с алгоритмами априорного стиля. Таким образом, они как бы используют это, чтобы определить, каковы некоторые часто встречающиеся закономерности в данных, а затем пытаются выбрать из них левую сторону. Хорошо. Итак, вот набор кандидатов, и они пытаются выбрать из него. Так что теперь, только на очень высоком уровне, для такого рода генеративного процесса мы используем нечто, называемое алгоритмом Метрополиса Гастингса. Это, по сути, похоже на то, что для тех из вас, кто знаком с МАК или методом выборки Гибса, так что это, по сути, один из этих классов алгоритмов. И, используя это, они возвращаются назад и оценивают все параметры этого генеративного процесса, которых они не знают, верно? Так, например, перед составлением списка вы не знаете, какова будет мощность антицидента или количество предикатов антицидента некоторых правил. Или вы не знаете, сколько правил вы выбираете, не так ли? Но, используя этот процесс, они возвращаются назад и изучают их, а затем составляют список, хорошо? Так что это идея высокого уровня. Хорошо. Таким образом, одним из основных источников практической осуществимости здесь является набор предварительных предпосылок или предварительных левых частей этих правил. И это в основном помогает им сократить пространство модели, потому что вы, по сути, просматриваете эти правила только для того, чтобы найти свой окончательный список, не так ли? Так что если ваш набор правил кандидатов невелик, то у вас в основном меньше места для поиска, не так ли? Таким образом, они могут контролировать сложность проблемы с помощью этого, не так ли? И до тех пор, пока набор предварительно составленных списков предшествующих событий является выразительным, вы сможете найти достаточно точный список решений. Плюс, если этот набор будет небольшим, это также может помочь в лучшем обобщении, не так ли? Поэтому вам нужно тщательно выбирать этот набор, чтобы найти хороший или точный список решений с помощью этого метода. Есть какие-нибудь мысли, вопросы? Хорошо.
Хорошо, итак, следующий подход, который пытается немного упростить этот процесс, а также сделать его более эффективным, а также добавить некоторые изменения в интерпретируемость, которые я также немного подробнее рассмотрю в нашем разделе анализа. Это интерпретируемые наборы решений. А это похоже на пример классификатора набора решений для задачи диагностики заболеваний по определенному набору данных, не так ли? Так что вам сразу бросается в глаза то, что вместо правил «если еще», если здесь есть набор неупорядоченных правил «если то». Так что в этом главное отличие с точки зрения того, как выглядит правило. Вы были бы удивлены, узнав, что даже простое изменение конструкции с if-else и if на if уже существенно меняет то, как люди выполняют определенные задачи. Например, я собираюсь поговорить об этом гораздо подробнее в нашем разделе анализа, чтобы показать, как даже простые изменения в том, как выглядит интерпретация, верно могут иметь большие различия с точки зрения. Допустим, если врач смотрит на эти правила и пытается принять какие-то решения и так далее. Когнитивная нагрузка, возникающая при небольших изменениях, на самом деле может быть довольно большой, не так ли? Таким образом, в то время как в вычислительном отношении мы бы сказали: это список, есть порядок, вот набор, здесь нет никакого приказа. Вот в чем разница. Но эти вещи оказывают большое влияние. И мы поговорим об этом немного позже. Таким образом, мы надеемся, что этот подход также прояснит вам, в чем именно заключается желательность такого рода подходов к правилам, которые используются для построения этих моделей, основанных на правилах, опять же, обновленным способом с 2015 года. Так вот, на чем заключается набор критериев, на которых фокусируется этот подход? То есть вы хотите учесть отзывчивость, точность, четкость правил, разряженность правил, а затем охватить все классы, не так ли? А память и точность важны для точных прогнозов. А четкость, экономность и охват всех классов важны для интерпретируемости, не так ли? Давайте просто рассмотрим некоторые термины здесь, и просто потерпите меня, пока мы это делаем, потому что это строительные блоки многих вещей, о которых мы поговорим позже. Тогда мы просто пробежимся по этим деталям и скажем: «О, мы ссылаемся на них там». Хорошо? Хорошо. Итак, объект функции в данном случае, как мы уже говорили, пытается охватить 5 различных критериев, не так ли? Таким образом, скупость или разряженность в основном заключается в том, чтобы в наборе правил было меньше правил. Так что теперь наша цель состоит в том, чтобы выбрать из имеющегося у нас набора правил кандидата. Нам нужно выбрать подмножество некоторых key-правил, если есть правило «если то». И тогда это станет нашим классификатором, не так ли? И первый критерий в этом состоит в том, что мы предпочитаем меньшее количество правил. Поэтому мы хотим либо свести к минимуму количество правил, которое обозначается размером r, либо максимизировать негатив от этого. Так что, по сути, это то, что вы видите там. Хорошо. А также меньшее количество предикатов, что в основном означает количество условий в правилах, которые также должны быть меньше. Итак, мы хотим свести это к минимуму или максимизировать его своего рода дополнение или отрицание, не так ли? Теперь с точки зрения четкости, поскольку то, на что мы здесь смотрим, это попытка найти набор правил «если», то мы хотим убедиться, что пункты, охватываемые набором правил, минимальны или охватываются. Количество правил в этом наборе правил минимально, потому что в противном случае вы, по сути, просто создаете дублирующие правила, которые вам не нужны, не так ли? Таким образом, вы пытаетесь в основном свести к минимуму 2 понятия перекрытия, а именно внутриклассовое перекрытие и межклассовое перекрытие. Таким образом, в основном суть в том, что количество точек, удовлетворяющих более чем одному правилу, должно быть сведено к минимуму. Хорошо? Так вот, что пытается передать это выражение. А затем следующее — охват класса, то есть вы, по сути, проверяете, существует ли хоть какое-то правило, соответствующее данному классу или любому заданному классу C. Так что классы меньшинств, например, в тех наборах данных, которые мы рассматриваем, таких как наборы данных о здравоохранении, некоторые редкие виды рака, они присутствуют в таком крошечном количестве выборок в данных, что классификаторы часто могут. Просто игнорируйте их, потому что это не имеет значения для их общей точности, верно? Но здесь мы как бы заставляем это произойти. И мы хотим, чтобы каждый класс был представлен в каком-то правиле. И затем, конечно, есть часть точности, где вы пытаетесь свести к минимуму неправильные покрытия, не так ли?
Итак, по сути, мы хотим свести к минимуму для каждого правила, которое мы выбираем в этом наборе правил, количество баллов, которые удовлетворяют правилу, но не принадлежат к классу, которому правило присваивает балл, верно? Таким образом, обеспечивается точность, что очень важно для точности. А затем вспоминайте, и способ, которым мы как бы пытаемся обеспечить соблюдение отзыва, заключается в том, что вы поощряете, чтобы каждый пункт охватывался по крайней мере одним правилом в наборе, который вы составляете, не так ли? Так, например, правильная обложка, которую вы там видите, в основном отражает количество точек данных, которые удовлетворяют S, а также являются правилом S. И также относятся к классу C, верно? Таким образом, вы, по сути, пытаетесь сделать так, чтобы ни один момент не был упущен из этого процесса освещения. Итак, собрав все это вместе, вы видите, что вы можете в основном объединить их, поместить в задачу оптимизации. По сути, вы получите своего рода задачу argmax, подобную этой, а затем суммировать все эти факторы. Итак, свойство такого рода задач или набор свойств такого рода задач заключается в том, что это оказывается чем-то, что называется ненормальной, немонотонной и субмодулярной задачей оптимизации, хорошо? Поэтому, не вдаваясь в подробности, потому что это не суть нашего разговора, максимизировать такую проблему оказывается очень сложно. Но хорошая новость заключается в том, что есть несколько подходов, которые могут обеспечить разумные приближения, и мы можем использовать их для эффективного решения этой задачи. Правильно, на самом деле быстрее, чем то, что пытался сделать список байосовских правил. Хорошо? Таким образом, я думаю, что мы в значительной степени охватываем некоторые ключевые подходы, которые были предложены по мере того, как интересы в списках правил и наборах правил обновились где-то около 2015 года. Существует также несколько других классов интерпретируемых моделей, поэтому следующая из них называется оценкой риска. Таким образом, оценки риска — это в основном вещи, которые выглядят примерно так. Поэтому я просто позволю вам, ребята, увидеть это, сделав минутную паузу. Итак, что вы видите здесь, в такого рода списках оценки риска, так это то, что за каждое условие вы присваиваете баллы. Например, если количество предыдущих арестов больше или равно 2, это стоит 1 балл, верно? А если ваш возраст на момент освобождения больше или равен 40, то на самом деле это отрицательный 1 балл. Таким образом, вы пытаетесь как бы создать такого рода оценки, связанные с условиями. И в конце дня вы просто суммируете все эти оценки. И полученный результат покажет вам, насколько рискованно, например, освобождение обвиняемого или насколько велик риск того, что человек не выплатит кредит и тому подобное, не так ли? Так что это почти то же самое, что сказать, выполняется ли это условие в какой-то момент. И поскольку эти условия выполняются, продолжайте добавлять очки. Какова общая сумма? И общая сумма покажет вам, насколько рискован этот человек. Хорошо. Так что такого рода конструкция на самом деле довольно популярна как в медицине, так и в уголовном правосудии. Я сама сотрудничаю с врачами и людьми из сферы уголовного правосудия. И они очень спокойно относятся к такого рода оценкам риска, потому что все, что им нужно сделать, это просто просмотреть этот контрольный список и присвоить баллы. А затем они получают оценку риска. Вот почему они так популярны. На самом деле, существующие модели оценки риска, которых довольно много на практике в таких областях, как медицина и уголовное правосудие, представляют собой написанный от руки или нарисованный от руки контрольный список оценки риска, которые были как бы составлены экспертами в предметной области, врачами, юристами и судьями. Конечно, они используют свой опыт в предметной области при составлении этих списков, но по сути они предпочитают такого рода контрольные списки с довольно высокими оценками. Так что есть кое-что, что естественным образом приходит к ним с точки зрения полезности, хорошо? Так как же нам теперь создавать такого рода контрольные списки оценки рисков с использованием данных, верно? Так вот в чем проблема, или это тот вопрос, которым занимались Устун и Рудин в 2016 году, хорошо? Так что примерно такую проблему они формулируют. Оказывается, это довольно сложная проблема, которую на самом деле нужно решить правильно и точно.
Так что мы вернемся к этому немного позже. Но по сути, если вы видите, что это пытается сделать, это то, что. Таким образом, вы пытаетесь в основном сформулировать или придумать такой набор условий и соответствующих оценок, чтобы вы в основном сводили к минимуму два термина. Итак, первое — это, по сути, обеспечение того, чтобы ваши баллы соответствовали тем баллам, на которые вы претендуете. А затем вы будете как бы использовать эти баллы, чтобы затем преобразовать их в вероятность риска, связанного, скажем, с кем-то, верно? Таким образом, механизм оценки, первый термин, гарантирует, что механизм оценки или оценки, которые вы присваиваете каждому из предикатов в вашем списке оценки рисков, фактически соответствует точному риску на практике или реальным оценкам рисков данных. Так вот, что этот последний семестр делает в объективе. А затем второй семестр. Вы, по сути, пытаетесь как бы свести к минимуму количество предикатов или терминов, которые попадут в этот контрольный список оценки риска, не так ли? Значит, вы же не хотите, чтобы в контрольном списке было 100 атрибутов, верно? Значит, вы хотите свести это к минимуму. Так вот, что делает этот второй термин, который является термином регуляризации. И тогда, конечно, может быть множество других ограничений на то, как вы будете выбирать эти условия, которые вы видите в контрольном списке оценки риска, а также оценки, которые вы им присваиваете. Например, может быть условие, при котором не присваиваются баллы непрерывной ценности. Баллы, которые вы присваиваете, должны быть целыми числами, потому что они более поддаются интерпретации, не так ли? Значит, вы можете думать о них как о одном балле, 2 балла, но не как о 1,73 или что-то в этом роде, верно? Так что может быть куча таких ограничений, как в отношении того, какие функции вы выбираете, так и в отношении того, какие оценки вы им присваиваете. Это закодировано в том условии, не так ли? Таким образом, выше приведенное, когда мы объединяем некоторые из более практичных условий в эту постановку задачи, получается программа со смешанным целым числом. И в этой конкретной работе он оптимизирован с использованием метода режущей плоскости и техники разветвления и привязки. Так что у него нет простого решения. Но я думаю, что мы оставим все как есть, не так ли? Итак, следующий класс моделей — это обобщенные аддитивные модели. И это тот класс моделей, который в основном дает такие результаты. Итак, то, что вы по сути видите, это то, что вы как бы видите то, что называется функциями формы, связанными с входными переменными. Итак, это показывает, что спрос — это ваши переменные результаты, хорошо? И каждая из переменных, которые вы видите на оси X, это ваши входные характеристики. Так что это своего рода показывает, как переменные результаты будут меняться в зависимости от каждой из входных переменных, не так ли? Итак, по мере увеличения рабочего времени, что происходит со спросом? А по мере повышения температуры, что происходит со спросом и так далее? И, кстати, это не просто графики из данных. На самом деле это результат метода обобщенных аддитивных моделей, хорошо? Так что он показывает вам, как выходные данные могут быть смоделированы как различные функции входных переменных. Таким образом, выходные данные в данном случае, по сути, представляют собой суммирование всех кривых, которые вы здесь видите. Хорошо? Это похоже на аддитивную комбинацию. Просто чтобы показать вам точную математическую форму этого. Так, например, первая строка здесь, по сути, похожа на модель линейной регрессии, не так ли? Таким образом, ваш y — это, по сути, своего рода добавка или линейная комбинация различных функций, которые у вас есть. А затем мы переходим на один шаг к обобщенной линейной модели, где вы можете взять функцию y, а затем смоделировать ее как линейную комбинацию различных входных функций, верно? Тогда мы можем подумать об аддитивной модели, где ваш y будет просто аддитивной комбинацией, но разных функций входной переменной, не так ли? Так что для каждой входной переменной вы можете изучить отдельную функцию поверх нее, и тогда аддитивная комбинация этого даст вам y. Обобщенная версия этого — это, по сути, обобщенная аддитивная модель, в которой вы можете взять функцию выходной переменной, то есть g от y, а затем подумать об этом или рассматривать это как своего рода аддитивную комбинацию функций различных входных переменных. И, конечно, если вы хотите сделать модель более сложной, ваш y — это, по сути, просто функция всех входных переменных. И это может быть сколь угодно сложная функция.
Так что подумайте о глубоких нейронных сетях и так далее, которые относятся к последней категории. Таким образом, эта таблица также как бы пытается обобщить некоторые знания, о которых мы думали. Так что если вы думаете о линейной модели, то это просто набор коэффициентов, связанных с каждым признаком. Мы умножаем признак на коэффициент, суммируем все. Мы получаем результат, не так ли? Таким образом, интерпретируемость или коэффициент разборчивости очень высоки. Точность не всегда может быть высокой. Конечно, в зависимости от данных это может быть так, но она может быть и не такой высокой. Теперь, если вы подумаете об обобщенной линейной модели, которая представляет собой что-то вроде логистической регрессии, в этом случае также ваша разборчивость или способность видеть 5 весов, а затем видеть, что они делают, это хорошо. Но опять же, точность не всегда может быть хорошей, не так ли? И затем третий ряд — это аддитивная модель, где вы просто думаете о аддитивной комбинации различных функций. Ваша разборчивость, вероятно, немного хуже, чем просто видение самой фактической переменной, потому что теперь мы видим функцию. Однако ваша точность могла бы немного улучшиться, не так ли? И то же самое относится к обобщенной аддитивной модели. Таким образом, сейчас вы видите сложные функции, так что ваша интерпретируемость, вероятно, не так высока, как просто думать об этом как об одной переменной и ее весе. Но в то же время это немного помогает с точностью, не так ли? Хорошо. Итак, гамс и квадраты гамс, я думаю, именно так они называются. Таким образом, они снова стали популярными, начиная с 2015-2016 годов. Таким образом, гамс — это, по сути, то, что мы только что видели. Таким образом, они как бы моделируют эти термины первого порядка. И они похожи на аддитивные комбинации функций различных входных переменных. Гамс-сквэрд, по сути, делает еще один шаг вперед. И в нем также рассматриваются попарные взаимодействия между функциями, не так ли? Таким образом, утверждается, что такого рода функции и формы, которые вы видели ранее и которые создаются с помощью этих подходов, поддаются интерпретации. И мы немного поговорим и об этом, не так ли? Итак, как же изучить такого рода модели? Идея здесь в том, что, учитывая, что вы пытаетесь подогнать функцию к каждой входной переменной, а затем выполнить ее аддитивную комбинацию, вы в основном представляете каждую функцию или каждый компонент в виде сплайна. А затем вы в основном используете формулировку наименьших квадратов, а затем запускаете процедуру оптимизации, чтобы как бы сбалансировать гладкость сплайна, а также эмпирическую ошибку, верно? Вот как вы это делаете. И затем с гам в квадрате вам также нужно учитывать условия взаимодействия более высокого порядка. Итак, в этом случае вы сначала строите игру, в которой нет члена взаимодействия, берете остаточную ошибку, а затем ранжируете все возможные пары взаимодействий в остатке. И в основном пытаетесь выбрать несколько лучших пар кей взаимодействий, которые... Вы вносите свой вклад в остаточный результат, используя какие-то подходы к выбору функций, даже перекрестную проверку, не так ли? А затем просто выберите эти верхние кей-пар. А теперь попробуйте еще раз повторить эту процедуру обучения, где вы в основном представляете каждый член попарного взаимодействия в виде сплайна. И вы просто как бы используете формулировку наименьших квадратов, чтобы соответствовать ей. Так что да, если что-то из этого кажется немного расплывчатым, это нормально. Это детали того, как именно люди пытаются изучить такие модели. Но важная деталь — это конструкция, которую вы видели, которая в основном выглядит примерно так. И утверждается, что такого рода вещи на самом деле поддаются интерпретации. Я думаю, я просто проведу здесь своего рода опрос, чтобы узнать, многие ли из вас считают, что это поддается интерпретации. Поднимите руки. Хорошо, это некоторые из вас, не так ли? А как насчет остальных? Сколько из вас считают, что это не поддается интерпретации? Позвольте мне посмотреть, есть ли люди, которые еще не определились. О, есть несколько нерешительных людей. Так почему же вы думаете, что это невозможно истолковать? Может быть, стоит посмотреть на эти условия. Но с другой стороны, я думаю, что это уже слишком. Хорошо. А как вы относитесь к тому, чтобы думать об этом, поскольку вся переменная результата представляет собой своего рода аддитивную комбинацию всех этих форм? Верно. Поэтому я думаю, что понимаю чувствительность каждой переменной, но не совокупный эффект разницы между ними. Хорошо. Поэтому я думаю, что вопрос о разборчивости или интерпретируемости. Я знаю, что мы используем эти термины несколько вольно, но гамс довольно часто обсуждался.
Итак, опять же, есть фрагменты, которые делают его интерпретируемым. То есть вы можете как бы увидеть, как результат будет меняться в зависимости от отдельных входных переменных, не так ли? Но в то же время думать обо всех переменных в одном кадре или в сочетании, а затем думать о том, как они повлияют на результат, немного сложно понять из чего-то подобного, не так ли? Итак, были споры о том, следует ли считать это подающимся толкованию или нет. На самом деле, я думаю, что не хватает дополнительных исследований пользователей, чтобы действительно проверить, можно ли что-то из этого интерпретировать. Если да, то какими пользователями и так далее. Хорошо, хорошо. С этим я продолжу наше движение. И давайте немного поговорим о моделях, основанных на прототипах. Итак, во-первых, с этого момента мы фактически переходим к некоторым более сложным аспектам. Но сначала я опишу очень простой подход к моделям, основанным на прототипах. А затем мы посмотрим, как сделать модели глубокого обучения интерпретируемыми, включив прототипы или некоторые другие конструкции. Хорошо, хорошо. Итак, цель этой конкретной основной проблемы, которую мы здесь рассматриваем, состоит в том, чтобы идентифицировать кей прототипов или экземпляров из заданного набора данных. Таким образом, чтобы при появлении нового экземпляра вы можете использовать эти прототипы для присвоения ярлыков этому экземпляру, не так ли? Итак, вы хотите выбрать несколько репрезентативных точек в наборе данных, чтобы, если вы дадите мне новую точку данных, я могла вычислить ближайших соседей среди этих репрезентативных точек и назначить метку этому ближайшему соседу. И это должна быть правильная метка для этой новой точки данных. Так что в каком-то смысле я пытаюсь построить классификатор на основе этих репрезентативных точек данных. Это ясно, не так ли? Итак, в этой статье рассматривается эта проблема так. Вы рассматриваете каждый экземпляр, чтобы охватить некоторую окрестность эпсилона вокруг него, верно, как шар эпсилона вокруг него. Мы считаем, что каждый экземпляр как бы покрывает эту окрестность. Хорошо, что означает. А покрытие означает, что если точка лежит на этом эпсилон расстоянии от любого данного экземпляра, то вы говорите, что эта точка принадлежит эпсилон окрестности этого экземпляра. А я вам чуть-чуть покажу наглядно, хорошо? Итак, как только вы ассоциируете такое соседство с каждым экземпляром, теперь что вы сделали? Вы можете как бы увидеть аналогию между этим и правилом, не так ли? Итак, ранее мы пытались придумать подмножество правил в наборе правил, которые мы обсуждали. Это интерпретируемые наборы решений, о которых мы говорили. Мы придумали подмножество правил, которые могут охватывать все точки в данных, а также быть точными классификаторами, не так ли? Точно так же мы просто заменяем конструкцию правила прототипом или экземпляром. И экземпляр настроен так, чтобы охватывать все точки в окрестности шара эпсилон вокруг этого экземпляра, верно? Так, например, и затем, как только мы увидим такого рода дедукцию или редукцию к этой проблеме, о которой мы говорили ранее, как только вы определите это соседство, вы сможете применить всю оптимизацию. Проблема, о которой мы говорили ранее, в контексте наборов правил, а затем найти подмножество прототипов, которые максимально охватывают данные, но также точно присваивают метки тем точкам, которые покрываются, не так ли? Итак, просто чтобы показать некоторое графическое представление этого, и значение этого эпсилона, определяющего окрестности, может быть задано конечным пользователем, не так ли? Таким образом, это в основном показывает различные значения эпсилона, если мы выберем определенные прототипы, какие районы они охватывают, верно? Так что если эпсилон маленький, вы в конечном итоге выберете много прототипов, потому что он охватывает лишь небольшую часть данных. Каждый прототип охватывает лишь небольшую часть данных, но по мере увеличения значения эпсилон вы будете выбирать все меньше прототипов, потому что каждый прототип охватывает большую часть данных, не так ли? И поэтому, по сути, то, что вы построили, является своего рода классификатором ближайших соседей. И вы как бы взяли несколько прототипов для создания такого классификатора. Хорошо.
Так что это еще один популярный класс. И это хорошо вписывается в нашу дискуссию. Итак, до сих пор мы говорили о том, что нам нужны более простые модели, более простые конструкции. Как мне изучить списки правил, наборы правил, гаммы и простые модели на основе прототипов? Поэтому я уверена, что некоторые из вас задаются вопросом: хорошо, когда же мы перейдем к глубокому обучению, не так ли? Все это кажется милыми и простыми моделями, но это не поможет моей точности. Я хочу запустить модели глубокого обучения. Так как же там насчет интерпретируемости, не так ли? Итак, мы вступаем на эту территорию. Хорошо. Так что в основном это так, и есть несколько подходов, которые пытаются сделать что-то подобное. Идея здесь в том, что вы можете сделать архитектуры глубокого обучения интерпретируемыми, по сути, ведя такого рода слои, не так ли? Итак, есть слой прототипа, за которым следует полностью связанный слой. Таким образом, вы можете дополнить эти два слоя почти к концу данной архитектуры нейронной сети и попытаться получить некоторую интерпретируемость с точки зрения сделанных прогнозов. Итак, специфическая архитектура, которую вы видите, заключается в том, что эта первая часть в основном похожа на автоэнкодер, не так ли? А затем вы берете выходные данные кодера, а затем передаете их на слой прототипа и полностью подключенный слой. И тогда вы получаете результат. И мы подробно рассмотрим, что делает каждый слой. Да, итак, давайте предположим, что наши входные данные имеют размерность π, верно? Значит, все это действительные числа. Значит, есть вектор действительных чисел и размерности π, а затем он проходит через кодер, а затем преобразуется в РК, который по сути является Q-мерным вектором действительных чисел. А Q обычно меньше π, верно? Итак, для тех из вас, кому интересно, что именно представляет собой этот компонент, подумайте об этом так, как будто по сути он создает низкоразмерное представление вашего ввода, не так ли? Таким образом, в каком-то смысле вы пытаетесь уменьшить размеры ваших данных, сохранив при этом наиболее важную информацию. Таким образом, вы делаете это в первом компоненте, а затем выводите Q-мерный вектор действительных чисел в слой прототипа. А что делает слой прототип? Слой прототип фактически отвечает за вычисление или изучение прототипов. И более конкретно, каждый узел в слое прототипе вычисляет это значение, не так ли? Так, например, вычисляет π1. Итак, учитывая точку входных данных x, мы получили этот z, который является преобразованной версией x. И затем каждый из этих узлов на уровне прототипа вычисляет что-то вроде этой разницы в норме L2, или вы можете думать об этом как о расстоянии между z и π1. Хорошо, то есть между преобразованной входной точкой и прототипом, который он изучает или уже изучил, верно? Таким образом, в каком-то смысле каждый слой просто выводит расстояние между входной точкой или каким-то ее преобразованием, а затем выбранным на данный момент прототипом. Хорошо, хорошо. Итак, теперь, когда это так, размерность этого вектора будет равна m. То есть, по сути, вы получаете одно значение расстояния по отношению к каждому прототипу, верно? Таким образом, вы получаете, во-первых, обратите внимание на вычисление расстояния между z и π1, во-вторых, обратите внимание на вычисление расстояния между z и π2 и так далее. Вы получаете по одному скалярному значению от каждого из этих узлов. Так что весь вывод этого слоя будет состоять из m разных значений. Значит, полностью подключенный слой, по сути, вычисляет взвешенную сумму этих расстояний, верно? Итак, у вас есть расстояние. Теперь вы можете рассчитать эти расстояния, взвешенную комбинацию этих расстояний, используя этот полностью подключенный слой здесь. И затем, конечно, это как бы отнимет размерность от Rm, и вы как бы умножаете это раньше на W. И поэтому, по сути, это будет K-мерный вектор. А это, в свою очередь, может быть передано на уровень softmax для вывода вероятности по K-классам, верно?
Итак, в основном то, что вы делаете во всех этих деталях, заключается в том, что вы по сути пытаетесь. Так что, как правило, глубокие нейронные сети в основном имеют, скажем, этот компонент, не один из этих двух слоев, и затем вы переходите прямо туда, верно? Но вы вводите пару уровней интерпретируемости. Там в основном слой прототипа. Чтобы для каждого экземпляра у вас также был прототип, который говорит что-то вроде: «Я сделала это предсказание для этого экземпляра, потому что он похож на этот прототип». В этом есть смысл. Так вот, чего мы пытаемся добиться, добавляя такого рода слои. Хорошо, хорошо. Хорошо, так что я думаю, у нас есть еще немного времени до перерыва. И я собираюсь рассказать и об этом. Итак, последние модели, основанные на внимании. Опять же, в последнее время это приобрело большую популярность. Итак, идея заключается в том, что точно так же, как мы думали о добавлении этих прототипных слоев в архитектуры глубоких нейронных сетей, здесь мы думаем о добавлении другого вида слоя, который называется слоем внимания, верно? Хорошо. Итак, просто чтобы проиллюстрировать это, позвольте мне сначала показать вам этот пример задачи машинного перевода. Так что здесь нет ничего, что можно было бы интерпретировать. Мы еще ничего не ввели, но это пример архитектуры модели, которую люди используют для машинного перевода. Хорошо. Итак, идея здесь в том, что... Итак, вот ваш вклад. Вы пытаетесь перевести предложение с английского на французский, хорошо? Итак, в вашем вводе есть 3 жетона. И каждый жетон проходит через кодер, который в основном генерирует какое-то скрытое представление состояния для этого жетона. Так вот, что делает сторона, верно? И как вы можете видеть, представление скрытого состояния для второго токена зависит от этого, а также от этого ввода, не так ли? Таким образом, здесь оба входа являются входными. Таким образом, в каком-то смысле вы пытаетесь в основном взять каждое слово, а затем получить некоторое векторное представление этого слова с помощью какого-то процесса. Просто подумайте об этом таким абстрактным образом, хорошо? Итак, теперь, когда этот кодер вроде как собран, следующая часть заключается в том, что на другой стороне есть декодер, который по сути. Так что между ними есть контекстный вектор. Я думаю, для целей этой архитектуры вы могли бы предположить, что C в основном просто принимает значение H3, которое является закодированным представлением последнего слова там, хорошо? Поэтому я думаю, что есть архитектуры, которые действительно используют это, а также некоторые функции H3 и так далее. Но давайте просто предположим, что C — это H3. Хорошо. И C часто называют контекстным вектором, потому что он пытается уловить некоторый контекст ввода. Хорошо. Хорошо. Итак, следующий набор слоев, который у вас есть, это декодер. И он принимает C в качестве входных данных, а затем пытается сгенерировать представление скрытого состояния для каждого из выходных слов. А затем, как только вы сгенерируете это представление скрытого состояния, скажем, для первого слова в выводе, затем, основываясь на этом представлении скрытого состояния, вы сможете сгенерировать фактическое слово, верно? Так вот, как происходит машинный перевод с подобными моделями. Хорошо. Итак, теперь внимание слоям, как добавить его в такого рода архитектуру, верно? Итак, прежде чем я точно опишу, что здесь такое внимание, изменение, которое вы, надеюсь, заметите с предыдущего слайда на этот, заключается в том, что мы как бы добавили некоторую сложность к контекстному вектору, не так ли? Итак, что мы делаем сейчас? Так это то, что кодировщик остался прежним. Декодер остался прежним. Контекстный вектор — это уже не просто C. Таким образом, теперь у нас есть отдельные контекстные векторы, соответствующие каждому токену вывода, не так ли? Таким образом, мы привносим в это интерпретируемость следующим образом. Таким образом, контекстный вектор, соответствующий каждому скрытому представлению выходного токена, которым является C, по сути является скрытым представлением выходного токена I. Таким образом, контекстный вектор будет смоделирован как такого рода комбинация, которая является IJ, а затем H, верно?
Таким образом, в каком-то смысле вы представляете каждый контекстный вектор как своего рода комбинацию каждого из скрытых представлений со стороны кодировщика. Значит, вы больше не говорите, что я просто возьму H3, и тогда все части декодера будут зависеть только от H3. Вы хотите сказать, что мой контекст будет представлять собой некоторую комбинацию этих трех. И я узнаю, что это за комбинация. И эта комбинация подскажет мне важность каждого из входных слов при генерации каждого из выходных слов, верно? Так что это именно то, что вы делаете, когда в основном добавляете туда такой термин. Так что в каком-то смысле Edge, который мы там ввели, привлекает внимание, уделяемое входному токену J при определении скрытого состояния декодера C, верно? Итак, в каком-то смысле, насколько выходное слово I зависит от каждого из входных слов J. Это то, что захватывается Edge, верно? И это в основном понятие веса внимания. И это в основном описывает важность каждой из входных функций в такого рода сетях.